Все, Саня, давай. Целая жизнь прошла, как да не говори. эти выходные. Давай. Все, Удачи тебе. спасибо и тебе тоже. Даже как-то грустно расставаться, когда проводишь время вместе. Что сначала с Габи, что теперь с Сашей. Но мой путь лежит дальше. Сейчас нужно сесть на маршрутку, которая довезет меня до Курганской трассы. Чувствуется, что сегодня снова будет очень жарко. Кстати, Саня сказал, что вчера был обновлен температурный рекорд за 108 лет метеонаблюдений в Челябинске. 37 градусов. А тем временем до Новосибирска ехать 1500 километров. Что-то сегодня в желудке у меня какая-то херня творится. Итак, я сейчас на окраине города Курган. Проехал больше 250 километров. Блин, очень жарко. Постоянно носом клевал, пока в машине ехал. Тут вон рядом есть еще один диванчик в тени. Ой, пожалуй, вздремну на нем. Потому что это просто невозможно. Пришлось пройти порядка 3 километров, потому что там, где я был, везде были отбойники, и машинам вообще некуда было стать. Здесь, конечно, место тоже не самое лучшее. Тут фура стоит. С другой стороны тенек. Это уже радует. Вода горячая. Вот запах даже вот в машине такой гнилостный, сероводород. Это вот значит, что содержит вещества, которые лечат опорно-двигательные функции. Так, ну я проехал еще там 100 километров. В общей сложности порядка 400 за сегодня. Сейчас я на развилке. Вот если ехать туда прямо, то примерно через 50 километров будет уже Казахстан. В ту сторону, куда мне завтра нужно будет ехать, город Ишим. Сейчас 20 минут 7, и теоретически можно было бы еще проехать немножко дальше, но я не могу. Я очень устал, хочу спать. У меня весь день болит желудок. И на ногах образовались какие-то огромные мозоли на мизинцах. В общем, я просто хочу сейчас отдохнуть. Вот там за проезжающей фурой есть заправка. Куплю там воды и поставлю где-нибудь здесь палатку. Знаете, здесь вот я сейчас, наверное, впервые ощутил и осознал то, что я очень далеко от дома. Это совсем другая природа вообще. Просто какие-то бескрайние степи. Абсолютно ровная. Конечно, Беларусь это тоже огромная равнина, но не такая гигантская. Эти растения, что это за растения вообще? Таких нету в Беларуси. Цвет земли другой. Да. Далеко же я забрался. Все, птицы уже сбиваются в косяки, улетают.
сегодня у меня уже, если честно, нет сил готовить что-то серьезное, поэтому пора бы уже съесть московский бич-пакет. Хозяйское. То рано встает, Я, тому кстати, с Вовой дальнобойщиком до сих пор вот общаюсь, мы обмениваемся голосовыми сообщениями. иди. Вот. Кто где находится, Это самое, кто всякие советы дают. заправки Роснефти. Оттуда быстрее уедет. Ну что, теперь вернуться на заправку и стопить дальше. В 8:30 я уже вспотел. Да, конечно, очень хотелось бы поехать туда, в ту сторону, на Петропавловск, через Казахстан, и сократить где-то пару сотен километров, но из-за коронавируса этого сделать не получится. Машин здесь ходит не очень много. Я уже и отвык от такого, от небольшого потока транспорта. Но к чему я точно не могу привыкнуть, так это к этой долбанной жарище. 9 утра, час 27. Через полчаса меня подобрал парень по имени Леха, который провез меня чуть меньше 60 километров. А что, у тебя новая татуха? Я сначала подумал, что загипсованная рука. Меня все спрашивают, где руку сломал. Ну, смотри, пакет, ну, так, что-то не то. А что там? Сейчас покажу. Короче, вот эту мне набил хреновый мастер. Он забил слишком много пигмента. Ага. Короче, спахал руку. И... А давно сделано? Она расплылась и до сих пор, по сути, не зажила. Ну да, я вижу, что да. Жесть. Пиздец. А это... Тут даже непонятно, что нарисовано. Сможешь догадаться? Змея, наверное? Блин, ну с одной стороны лиса. Да, это лисы. Лисы. Кто-то говорит, это клешня омара. Буквально через 20 минут меня подобрал дальнобойщик по имени Влад, который проехал со мной 10 минут, остановил машину, сказал «ну нахер» и ушел. Ладно, дурацкая шутка. На самом деле, как бы это ни было удивительно, но в такой дали от дома меня подобрал белорус, причем родом из моего любимого города Новогрудка. Не иначе как судьбой это не назовешь. А довезет он меня до самого Новосибирска, и ехать мы вдвоем будем почти 2 дня, больше 1100 километров. Мы уже, кстати, подъезжаем к Омской области. Уже следующий часовой пояс будет скоро. В Омске +3 к минскому времени. Блядь, ну где нахуй столовка? Или я запиздился, не вижу никого. Ну, были не столовые, были кафешки просто всякие. Или ты про это что-то? Можно было, в общем-то. Давай зайдем, я правда тоже хочу уже поесть.
Сейчас тут какое-то аббатское будет, но там не вижу я никакого заведения. Ну, я смотрю через... А, нет, вот, есть. По правой стороне дороги, кстати, даже. Километров 7. По правой стороне дороги названием Кристалл. Надеюсь, там не только водка будет. А еще у Влада в кабине работал кондиционер, что было очень кстати, потому что на улице можно было просто сдохнуть. Ой. Твою мать. Чай черный с лимоном. Отличная передача для еды. Там ругаются. Россия, Украина. Вообще, на самом деле, мы с Владом, пока ехали, быстро нашли общий язык и очень хорошо сдружились. Мы рассказывали истории, личные, смешные. Вместе слушали музыку. Это первая поездка Влада вглубь России, так что все, что мы видели перед собой, было для нас в новинку. Тем временем пейзаж за окном сменился со степи на бесконечное и бескрайнее болото, из которых целыми лесами торчат стволы некогда живых берез. И знаете, уезжая все дальше от дома на красном Вольво, рядом с этим человеком, которого я знаю, казалось бы, несколько часов, но таким родным, потому что он тоже белорус, рядом с ним я перестал ощущать чувство бескрайнего одиночества, которое я испытывал вчера. Это Voyager, тишина в твоем ответе. В моем горле ком с Юпитер, боль размером в 100 квадратных световых тысячелетий. Я не на твоей орбите, меня сносит звездный ветер вдаль за горизонт твоих событий метя. И клином сходится свет на дальней точке там позади, на самой лучшей из возможных планет. Да только там ее давно уже нет, ее уже не найти. И клином сходится свет на дальней точке там позади, на самой лучшей из возможных планет. Да только там ее давно уже нет, там только призрачный след, ее уже не найти. Скажи, я уже столько этих гриб пил. Да, здравствуйте, я Влад, а я буду учить Сашу готовить пельмени. Откинь, пожалуйста. Опа. Ой, блин, твоя сумка. Все, откидывай обратно. Камера, мотор, дубль 2, хлопушка. Так. Берем воду, заливаем наполовину воды в кастрюлю. Включаем фаерку и ждем, когда вода закипит. Все. Рекламная пауза. Так, Вода закипела. вода закипела, да. Это мой текст. Так, берем соль по вкусу. Саня сказал, любит очень много соли. Лучше я туда вот так вот. Да. Вот так вот. Смотри, сейчас будет плюскаться аккуратно. Картина не для слабонервных. Такой, я забыл камеру включить. Давай высыпай обратно. Ну, смотри, сколько. Да мы тут хер сидим вдвоем. Скажи, хуйня вопрос, да? Накрываем крышечкой. Пусть томится на огне. Как говорится, особым важным пунктом в готовке пельменей является их готовка на открытом воздухе, правильно? Чтобы они... Виталий, аромат земли. Аромат земли. И силу земли тоже. Силой, да. Кто-то смотрит, и явно слюнки подсекли. Ну что, понесли тогда все внутрь. Можем
Мы же еще хотели кофе попить. Ну да. Короче, берем воду, наливаем, ставим, каваем, пока закипает. Идеально. Идеально. Финальным этапом по готовке пельменей является их поедание, да? Вот так. Бриссимо. Как я приготовился, а? Вот, короче, сейчас Got the eye of the tiger, fire, dancing through the fire. 'Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar louder, louder than a lion. 'Cause I am a champion, and you're gonna hear me roar. You're gonna hear me вам свой праздник. Я думаю, вода будет холодная. Красиво, красиво. Да. Все, давай. Спасибо, что подвез. Все, пока. На самом деле я доехал очень быстро. Изначально я закладывал на путь 5 дней, 1500 километров и примерно 300 километров в день. Но в итоге доехал за 3. Это благодаря тому, что Влад подобрал меня. Я вот обратил внимание, что чем дальше я двигаюсь на восток, тем больше праворульных машин. Ну, это логично. Офигеть, я в Новосибирске. Познакомьтесь, это Никита, принявший меня через каучсерфинг. По приезду он сразу накормил меня ужином. Ох уж эта сибирская гостеприимность. Никита работает журналистом, и в силу своей профессии и просто своего характера он в курсе всего, что происходит в городе. Ну, в России, в принципе, тоже, как говорится, два пути у журналиста: либо на Первый канал, в тюрьму. Я пока, ну, либо в тюрьму, я пока Первый канал, и меня туда звали. Но на самом деле есть о чем тебе пописать. Ну, то есть просто человеческие истории, потому что Россия, она полна всяких разных прям интересных историй, начиная от кринжовых, заканчивая мотивирующими. А пример такой истории вы увидите чуть позже. Больше часа мы с Никитой болтали и знакомились. Хотя иногда, я вот, честно говоря, я вот ходил просто из остановки на балет Эйфмана. Эйфман, он Мариинский. Он всю дорогу типа Мариинка, и он, ну, один из ведущих балетистов в России. Он делает спектакли на экспорт, которые ставятся за рубежом. Там показывали Карамазовых и показывали Каренину. Я вот сходил на Карамазовых, и это вообще балет, ну, мирового уровня. То есть это не вот эти вот па, это не структура выполнения определенных. Ну, это не про вот эту вот форму, не про там классику, чтобы там они танцевали за определенным образом партии, что вот это про современный балет, именно современной хореографии, современной постановки. Очень мощно было. И знаете, что лучше всего делать после целого дня пути в новом городе на ночь глядя? Правильно, пойти кататься на лонгборде.
Во близко? Бля. Вообще должен сказать, что лонгборд был главным способом передвижения по Новосибирску. В центре я встретился с Никитой и его друзьями. Там, кстати, как раз какой-то концерт начинался. Концерт, конечно, классный, но желание выпить пиво взяло надо мной верх. Я только что взял и чел угостил пивом. Просто так. Сказав, что я похож на Иисуса. Кстати, забыл вам еще кое-что сказать о Никите. Он диджей. В общем, я сейчас в баре Рокс. Это одно из главных тусовочных мест Новосибирска. И Никита здесь диджей сегодня с 12 до 4 утра. Let's dance! На самом деле это был настоящий подарок судьбы. Я очень люблю танцевать, и у меня уже давно кипела кровь. Хотелось подвигаться под музыку. Crazy, my tears are running, so call me maybe.
Должен сказать, что в какой-то момент я потерял счет тому, сколько пива выпил. Но удивительным образом мне удавалось устоять на лонгборде по пути домой. Во второй половине дня, когда я уже вернулся в реальность, мы с Никитой поехали в культовый новосибирский Академгородок, где, кстати, как раз будет персонаж одной из невероятных российских историй, о которых я говорил ранее. И пандемия, и сток-маркет это крэш. Понимаешь? И описать эту ситуацию в моей книге. Это пленс. И это идея de группа криминал. Давай. Почему? Потому что это важно annihilation Китай. Формат именно коротких рассказов, которые ты читаешь тут же сразу, и все. Да, потому что мы стали мужчины, и Инстаграм, это TikTok, Telegram, а мы та-та-та-та-та. Это мы сейчас были, получается, у... А ты мужчин. прям заснял все это? Ну, чуть, не все, как бы, какие-то фрагментики. Ну да, мы были, в общем, у бразильского начинающего писателя, ему 58, он, значит, работал в Бразилии риэлтором, жил в Рио, катался на серфе. Потом... Мечта других, как бы, да? Да, потом у него было 2 жены, у него 2 детей, жены у него все отсудили, и, в общем, он устал. Он устал, значит, от Бразилии и поехал в Россию. Ну, то есть он не сразу поехал, он сначала познакомился по интернету с женщиной по имени Татьяна, которая тоже разведена, у которой тоже там 2 детей. И они начали общаться, потом встречаться, и, ну, то есть он к ней приезжал, и она к ней приехала. Ну, они где-то там в Европе, нет, в Риге, по-моему, в Латвии они встречались. И в итоге у них закрутился роман, в итоге он переехал к ней, и они поженились. И вот живут сейчас здесь. В Академгородке, да. Новосибирска. Блин, это просто какой-то вынос мозга. Нет, этот чувак сам по себе немножко вынос мозга, потому что он там в минус 40 прыгает в прорубь, гоняет там, значит, по снегу, по заснеженным лесам в лютый мороз. И для него это все в новинку просто. Он кайфует от всего, он такой патриот. Ну ты же видел, у него там майка, то есть он просто кайфует от этого, типа, о, Россия, то есть он больше россиянин, чем мы все. А что такое вообще Академгородок? Ну, это район Новосибирска, расположенный где-то в 20 километрах от города. Как понятно из названия, это место, где расположены десятки научно-исследовательских институтов и жилые кварталы. Однако горячо любим жителями Новосибирска этот район по другой причине. Если вкратце, то теперь, когда я где-то увижу или услышу, или сам скажу слова «уютный» или «ламповый», то в памяти у меня будет всплывать Академгородок. Дело в том, что район построен, можно сказать, в лесу. Невысокие 4- и 5-этажные дома, утопающие в зелени, тихая музыка, играющая из заведений, красивые люди, гуляющие по ровным дорогам. Идеальное место для жизни. Это все напоминает какой-то... Блин, какая классная тачка. Это напоминает все какой-то санаторий, но с жилыми домами. А еще там очень тихо. Послушайте, как звучит обычный дворик.
городке. Вот у меня на GoPro тоже сейчас очень все хорошо видно, как мы идем где-то в Академгородке на последнюю электричку. Так, сегодня я хочу сделать кое-что, чего я еще в жизни не делал. Я написал в группу в Телеграме свою и предложил подписчикам встретиться, и один согласился. Блин, волнительно. Совсем не бояться. Вон лежат. Этот баклан просто пришел. Где? Вон там лежат. Так, ну что, надо сказать, что это Даня. Даня Ческейк. Даня Ческейк. Мой подписчик. Сколько ты подписан на меня, кстати? Уже по времени. Лет 7. Лет 7. Охренеть можно. Я посмотрел. Сейчас проводим небольшую экскурсию по самым красивым и не очень местам с протезами, лежащими на берегу. Да, просто Даня говорил, что здесь нашел где-то на берегу. Но здесь просто берег такой не особо чистый, наверное, да, и очень часто выносится мусор, и в том числе вот один раз он нашел здесь протез лежащий где-то. Я что-то искал, просто увидели протез. Мы с Даней быстро нашли общий язык и отлично погуляли по городу. Это что-то вроде фудкорта какого-то здесь, да? Типа того, но здесь постоянно тусня по вечерам. По пути мы зашли в классную кофейню, где Даня угостил меня кофе. После чего он подтвердил, что сибиряки – это чертовски гостеприимные и заботливые люди. Блин, ну короче, Даня дал мне тут кучу еды с собой в дорогу. Это всякие случаи. Блин, ну спасибо. Ой, круто. Еще чиничку. Блин, все-таки 2, да? Ну, я сказал, можно, конечно. Хорошо, да. О, супер. А еще, кстати, у Дани и его друзей есть группа, называется «До завтра». Их песня как раз сейчас играет, и, по-моему, ребята делают крутую музыку. Давай. Ебой. Давай. Девушка, что я встретил, чья шея виднелась в петле, один только смог заметить. Она не такая, как все, губами друг друга касаясь, тонули в мутной воде. И с каждым днем убеждаюсь, она не такая, как все, не такая, как все, не такая, как все. Я думал обратно ехать через города, которые еще не останавливаются.